Приветствую на канале. В этом видео мы будем открывать сезон 2024 года с таких сверхострых перцев, как Carolina Reaper. У меня в коллекции имеется 3 цвета: красный, коричневый и желтый. Сегодня я буду ставить все 3 сорта на проращивание и покажу, как это делаю я. Красный перец Carolina Reaper у нас является самым острым среди этих трех, и острота у него приблизительно 2,2 миллиона по шкале Сковеля. Далее идет коричневый, у него в районе от 1,9 миллиона до 2. И заканчивает желтым, у него от 1,7 до 1,8 миллиона. То есть красный является самым острым. Красный у нас это классический вкус, коричневый он у нас идет немного дымный аромат, и желтый такие цитрусовые ноты. И эти 3 перчика являются очень интересными. Вот как видите, у меня есть слегка подвяленная красная Каролина. Коричневую у меня уже всю разобрали, только сушеная осталась. А также желтенькая, тоже сушеная. Взял я по 10 семян каждого перца и поставил их на вымачивание. Семена у меня стоят в нитрате калия 1,5 грамма на литр. То есть разбавили 1,5 грамма на литр, замочили семена, я замачиваю на 3-6 часов. И далее уже их ставлю на проращивание. В прошлом году для себя я попробовал новый способ проращивания, а именно на поролоновой губке. То есть от губки для мытья посуды отрезаем приблизительно сантиметровый вот такой поролончик. Далее ставим его, у меня из-под масла такая формочка. Выкладываем семена, наливаем слегка воду, чтобы у нас губка напитала. И внизу у нас будет совсем немножко воды. То есть семена у нас будут дальше еще закрыты вот такой крышкой. И здесь у нас будет находиться влага. В то же время у нас семена не будут плавать в воде. То есть семена у нас будут получать кислород. В то же время они будут влажные. Что нам и нужно. Так, я поставил семена заранее. То есть у меня прошло приблизительно 5 часов. На данный момент я уже могу вылавливать семена и ставить их на губку. Можно использовать не только нитрат калия. Вот у меня нитрат калия. Также можно использовать фитоспорин. Это у меня фитоспорин порошок. В нем тоже можно замачивать семена. То есть по табличке берете и делаете. Также есть фитоспорин в пасте. Тоже там табличка на обороте. Тоже можно использовать. Хорошо работает янтарная кислота. В прошлом году выращивал. Тоже можно использовать. Фумар. Фумар отличное средство. Главное, чтобы он не был поддельный. Также можно замачивать семена. Гумат тоже использовал. Тоже отличный метод. Рекомендую. Но остановился на нитрате калия. В принципе, на нем вымачиваю. Все отлично получается. Эти семена я собирал со всех своих перцев. То есть я знаю, что у них схожесть высокая. В принципе, их можно даже и не вымачивать. Семена, которые беру от других производителей, либо семена, которые полежали, вымачиваю в нитрате калия. То есть хуже он не делает. Но если покупаете семена, которые полежали, например, пару лет, то вымачивать нужно дольше. Часов 12-15. Вот так я делаю. Теперь, когда они у нас вымочились, я достаю и уже ложу на губку. Выложил семена на поролоновую губку. И теперь нужно губку смочить. Набираю пару шприцов воды. Вот такое количество. Нужно, чтобы в контейнере была у нас высокая влажность, но чтобы семена у нас не находились в воде. С этим у нас отлично справляется губка. То есть у нас семена лежат на высоте, не находясь в воде. И теперь закрываю крышкой и ставлю в теплое место. Если будет возможность, выбирайте губку, чтобы не было таких больших пор, а чтобы она была цельная. Будет легче, то есть не будет таких дырок, семена не будут в них проваливаться. Семена я поставлю на котел. Как можно видеть, здесь у меня на котле температура 25 градусов. То есть семена у нас хорошо начинают всходить при температуре от 25 до 27-28. То есть вот здесь у меня на котле оптимальная температура для того, чтобы семена проклюнулись. И теперь здесь на котле семена у нас будут стоять приблизительно неделю-полторы. Также можно семена ставить на батарею.
но между контейнером и батареей поставить какую-то книжку. Например, ставите тоненькую книжку, мерите температуру, когда 25 градусов или 26, все, ставите уже контейнер и проращиваете семена. У меня будет стоять на котле, есть возможность. Все, дальше покажу, когда они уже проклюнутся. Каролины я поставил каждого цвета по 10 штук на проращивание. Записал дату 20 декабря. И дальше, когда у нас уже начнут они проклевываться, поставим меточку. Тут также идут другие группы перцев, например, хабанеро. Это уже буду чуть позже садить, там, начиная с февраля. То есть Каролину сажу конец декабря, январь. Дальше идут хабанеро, приблизительно февраль. Халапеньо идут март. Как можно видеть, тут разные сорта. Красный, коричневый, оранжевый, персиковый, зеленый, хабанеро табаквите. Вот очень интересный хабанеро, это Numex Suave Orange. Это у нас хабанеро, который не острый. У него острота в районе от 1000 там, до 2 максимально вроде бы. Дальше идет группа халапеньо. То есть у нас фиолетовый, коричневый, красный, халапеньо чичимека, таджин. Также есть Numex Pumpkin, тоже он идет оранж. Тоже у нас слабоострый, у него тоже в районе 500-1000. То есть, я так понял, у нас Numex идут все слабоострые. Тоже вот такой интересный сорт халапеньо. Белый халапеньо, тоже такой эксклюзивный сортец. Попробуем его вырастить. И дальше идут уже у нас в разнобой разные группы перцев. Кайенский выращивал в 23 году, очень классный перец. Вот такие перчики. Длина может достигать и 25 сантиметров. Отлично он сушится. То есть просто вот так оставляем перец, и вот так он высыхает. То есть это отличная особенность, потому что не всегда получается реализовать перец. То есть высушили, можно даже продавать зимой. Офигенный перец. Дальше идет Thunder Mountain Longhorn. Это тоже очень эксклюзивный перец, долго за ним гонялся. Он чем-то, конечно, похож на кайенский, но одно отличие. Он у нас тоньше и намного длиннее. Если этот перец у нас может 20-25 сантиметров достигать, то лонгхорн у нас уже идет 50-60 сантиметров. Вот такой интересный перец. Он у нас идет китайский лонгхорн. И вкус у него слегка отличается. Как по мне, даже в лучшую сторону от кайенского. Далее идет Тринидад парфюм. Тоже очень интересный перец. Будем выращивать. Запах просто очаровательный. Дальше идет перчик Аджи Чарапита. Этот у нас перец, говорят в интернете, стоит килограмм 25 тысяч долларов. Не знаю, кто его по такой цене продает и кто покупает, но, как по мне, это невозможно. Данный перчик у нас как маленькие горошинки и полностью усеян на всем перце. Очень интересный сорт. Дальше сорт. Это у нас вьетнамский сорт перца, насколько я помню. Очень классный сорт. Далее идет сорт Stars in the Sky Chili. Тоже такой красный перец, интересный. Попробуем повыращивать. Он очень урожайный, очень вкусный, говорят. Black Cobra. Это у нас такой фиолетовый перец, листья у него. И сами плоды черные. Когда вызревают, становятся красными. Тоже такой декоративный перец, очень красивый. Петенеро, Peruviano Arancio, Sherwood Carbonero. В общем, и все остальные. Из них Peter Pepper, тоже классный перчик. Тоже он офигенно сушится. Вот как можно видеть. Стенка тоненькая, запах у него отличный. Это перец у нас фаллической формы. Ну, как бы не все перцы имеют фаллическую форму. Ну, процентов 20, возможно 30. Вот так растут. Те, которые росли в горшках, у них более выраженная фаллическая форма. Те, которые у меня росли в огороде, там такие непонятные экземпляры. То есть тоже вот такой перчик. Вкус у него бомбезный. Он считается у нас полуовощным. То есть он очень вкусный. Табаско. Я думаю, все знаете табаско. Это у нас очень популярный перчик. Для соусов просто бомба. Comstock Purple. Тоже очень интересный перец. Чуть позже покажу, как буду выращивать его. Альма паприка. Красивый перец. И запах у него шикарный, говорят. Макарена. Макарена тоже очень красивый. Такая форма у него интересная. Хот шоколад. Это такой коричневый перец большой формы. Он такой слабоострый, тоже очень интересный. Ну и далее идет такие овощная форма. Это у нас Анахайм.
Такие длинные перчики украинские, ну, украинский маленький, я думаю, все знаете. Обычный украинский горький перчик. Spice Boys. Это у нас желтый перец, тоже идет овощной, слабоострый. Вот один интересный сорт, который появился, называется подвійна роскошь. Это такие большие плоды, острые. Попробуем в этом году поворачивать, посмотрим, что из этого получится. Далее циклон и угорский желтый. Вот такие перчики. Это еще не весь список, будут еще дополнительно перцы. Еще, наверное, сортов или 30, или 40. И тут уже я буду выбирать, какие садить, какие нет. Потому что некоторые уже из этих перцев я выращивал, и мне достаточно семян. То есть какие-то из хабанер, возможно, я уберу. Какие-то халапеньо, возможно, уберу. То есть вот нижняя у меня часть, это большая часть, которую я еще не выращивал перцы, хочу попробовать. И верхняя, которую большую часть я уже выращивал. Халапеньо Orange Spicy. Тоже у него тоненькая стенка. Тоже классно сушится. В списке его нету. Но семян у меня, в принципе, достаточно. Вот такой классный перчик. Так что вот такие планы на сезон 24 года. Также, когда приедут ко мне другие перчики, покажу оставшийся список. И буду уже составлять чуть позже, какие перцы ставить на проращивание. На этом видео с проращиванием перцев заканчивается. Это у нас первая часть. Когда у нас Каролина начнет проклевываться, выпущу вторую часть, где мы будем данные семена уже садить либо в кассету, либо в горшки. Заодно, так как мы посадили по 10 штук, посмотрим процент схожести. Все, друзья. Всем, кому видео было полезным, я думаю, вы знаете, что делать. У кого остались вопросы, задавайте. Все, до свидания и всего доброго.